Одесский ТЦК снова со скандалами в новостях. США разрешают использовать свое вооружение по целям в глубине РФ, а подозреваемый в покушении на оппозиционера сдался властям. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Россия будет участвовать в мирных переговорах, но есть нюансы. У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН. ЄС определился, хочет ли он видеть Молдову і Україну в своїх рядах. І Європейська комісія підтвердила, що Україна всі політичні умови, політичні критерії виконала. Беларусь в руках Путина – инструмент дестабилизации всей Европы. Все будут понимать, но тем не менее доставаться будет именно Беларуси. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. И не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», так вы можете нас поддержать. Поехали. В сети публикуют страшные кадры якобы из Одесского территориального центра комплектации с невероятными условиями содержания призывников. Там и драки, и приступ эпилепсии, и в целом быт, можно сказать, жителей ТЦК. К сожалению, не можем показывать вам эти видео тут, правила Ютуба нам это запрещают, их можно найти в нашем телеграм-канале. Но самое безобидное про условия содержания показать таки можем. Так, собрали ТЦКшники меня. Эти кровати здесь мне что-то напоминают. Клопятник. Казарм. Мы проверили автора этого видео, его аккаунт действительно из Одессы, вероятнее всего он был призван в территориальный центр комплектации. Не ТЦК, но что-то похожее произошло в российском Барнауле в Алтайском крае. Силовики в темное время суток, судя по видео вечером, ворвались на старый рынок и в бар «Крыша», положили всех лицом в пол, к многим применяли силу, затем выстроили улов в шеренгу, а это несколько сотен человек. Десяткам из них, как пишут в сети очевидцы, выписали повестки, некоторых просто увезли с собой. На видео также видно, как силовики досматривают машины, из одной из которых вытаскивают водителя и избивают его. США разрешили использовать свое оружие на 100 километров вглубь российской территории. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на украинских чиновников. Это означает, что такое разрешение не распространяется на ключевые для россиян аэродромы, говорит неназванный источник издания из украинского Минобороны. США согласились разрешить Украине бить из предоставленного США оружия по России. Туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию. Также Киеву разрешено открывать огонь по российским самолетам из предоставленного американским правительством ПВО в том случае, если они собираются, цитирую, «открыть огонь по целям в украинском воздушном пространстве». Участие России в мирных переговорах возможно, только не прямое, как в зерновой сделке, говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вместе с тем он говорит, что Украина не стремится к прямым с Россией переговорам. У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН. Затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией. Как это может выглядеть при условии, что на второй раунд глобального саммита мира Россию обещались пригласить? Мы спросили у политолога Олега Саакяна. В втором саммите предполагается исключительно информирование России и опосредованное ее подключение к деятельности саммита. То есть с ней будут проводиться консультации по результатам тех консенсусов, которые достигнуты. Спрашивая, готовы, не готовы, галочку ставим, галочку не ставим, будете, не будете. И это будет такой себе субформат, уже отходящий от непосредственно саммита мира, консультации с Россией вокруг того, готовы они или нет. Поскольку сама формула мира и саммит мира, он не предполагает переговоров с Россией как таковых. Это переговоры между странами доброй воли, которые заинтересованы в том, чтобы вернуть международному праву силу. Российская Федерация к этому числу стран не относится, они являются сейчас острием международной мафии, которая наоборот пользуется тем, что международное право слабо.
и заинтересованы в этом. Поэтому, конечно, здесь говорить об классическом участии России наряду со всеми остальными в саммите мира, это было бы издевательством над самим понятием международного права и над понятием урегулирования конфликта. Напомним, первый этап или первый саммит мира состоялся в Швейцарии 15-16 июня. Украинская делегация не исключала участие России на следующем этапе переговоров. Несколько десятков взрывов насчитали пользователи интернета из Донецка. Им вторят местные телеграм-каналы и подхватывают пропагандисты. Над городом поднимается дым, это видно на видео. О деталях расскажут местные коллаборанты, но нет сомнений, что в этом обвинят силы обороны Украины, так это или нет. Ждем деталей, обо всем можно будет узнать из наших телеграм-каналов. Не забывайте подписываться. Совет Евросоюза утвердил рамки, условия начала переговоров с Молдовой и Украиной. Все 27 стран-членов одобрили начало такого процесса, а это означает, что дело за формальностями. Для того, щоб розпочати переговорний процес офіційно, були виставлені політичні умови, ці 7 критеріїв, про які ми всі знаємо і чули. І Європейська комісія підтвердила, що Україна всі політичні умови, політичні критерії виконала і, відповідно, може розпочинати переговорний процес. Тому це рішення офіційне. Сьогодні Європейська комісія має такий мандат і буквально вже з наступного тижня ми можемо розпочати офіційний переговорний процес по всім напрямкам, по всім політикам. Це більше 30 різних глав, які будуть частиною нашої угоди про вступ до ЄС. Это будет долгий процесс, в результате которого должно быть адаптировано законодательство Украины в соответствии с европейским, а также приведены к общему знаменателю правовая и экономическая системы, говорит украинский вице-премьер. В небе над Польшей 5 часов летал воздушный шар из РФ. Военные не решились его сбивать, ведь он не представлял угрозы. Скорее всего, взлетел он из Калининградской области. Это не первый шар из России и Беларуси, который тревожит воздушное пространство стран Восточного НАТО. Но вместе с внезапной проверкой белорусских вооруженных сил выглядит это все очень странно. Существует ли какая-то опасность со стороны Беларуси сейчас? Есть ли угроза для НАТО или Украины? Мы спросили у политолога Олега Саакяна. Беларусь – удобная прокси в руках России, когда можно руками Беларуси создать определенные провокации и при этом остаться вроде бы как за кадром. Конечно, все будут понимать, но тем не менее доставаться будет именно Беларуси. Поэтому самые большие риски сейчас от провокаций, в том числе милитарных, это на Балтийском и на польском направлении. По отношению к Украине Беларусь на сегодняшний день не имеет потенциала для активизации боевых действий на пограничье. Это может для Российской Федерации обернуться значительно большими потерями, ведь в случае снова вступления с Беларусью в войну вооруженных формирований, в течение буквально 24 часов российская инфраструктура военная на территории Беларуси будет уничтожена. Точно так же, как и инфраструктура нефтеперерабатывающих заводов. А Россия сейчас критически зависима от них. Для России Беларусь – это тихая гавань прямо возле театра боевых действий, куда по негласной договоренности Украина не стреляет, а с Беларуси не стреляют по Украине. Там они тренируют войска, концентрируют войска, ремонтируют технику, производят дополнительные комплектующие. Собственно, оттуда они получают нефтепродукты, топливо для танков и своей техники. И в случае, если активизация произойдет на границе, каких-то серьезных успехов для России военных это не будет иметь, но эта тихая гавань будет уничтожена. Поэтому основные риски сейчас в направлении Балтики и Польши. Провоцировать. И для этого белорусский театр подходит. Держать напряжение. Поэтому там происходят постоянные учения. Для этого также Беларусь сейчас выгодна для России. В Казахстане сдался один из подозреваемых в покушении на оппозиционера Айдоса Садыкова. Алтай Жаканбаев сам обратился в органы внутренних дел. Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению. Второго подозреваемого на данный момент все еще разыскивают. De los pueblos indígenas originarios como aymaras.
Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео для нас и для вас. Это должно быть очень важно. И спасибо вам за то, что вы делаете. Ну а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, это тоже очень важно. На этом у меня все. До встречи. Хороших вам новостей.